Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас 23 сентября, понедельник. Вчера начался визит Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки. И, естественно, это видео будет практически полностью посвящено этому событию. Но начнем мы немножко издалека, хотя это издалека имеет самое прямое отношение к России и ее агрессии против Украины. Я имею в виду Иран. Ну что, господа, по-моему, мы сделали с вами ЦРУ вместе с Госдепартаментом. Есть в Госдепартаменте такой отдел исследований и оценок, который, несмотря на то, что входит в ведомство, которое ведает иностранными делами, это подразделение его относится к разведсообществу США. И именно на их информацию полагался Тони Блинкен, когда несколько недель назад заявил о том, что Иран поставил ракеты Российской Федерации, баллистические ракеты. Если помните, я так считаю, что я выразил преобладающее мнение посетителей этого сайта о том, что Тони был слегка неправ, что насчет ракет это вряд ли, и что вряд ли они будут стрелять через несколько дней, как он об этом заявил. И тому было много причин, главным образом основанных на логике происходящих событий. То есть, с одной стороны, у нас была только открытая информация, а с американской стороны были практически неограниченные возможности ЦРУ в плане агентурной электронной разведки, ну и лучшие умы Госдепартамента Соединенных Штатов Америки. И вот так, видите, получилось. Мне, конечно, могут возразить, что то, что, значит, не поставили ракеты, это еще якобы неизвестно, не поставили только пусковые установки. Но я вам возражу, это не шутка, то есть, понимаете, если исходить из того, что хитрые, но примитивно хитрые иранцы, поставив ракеты, теперь говорят, а мы не поставили пусковые установки, и что они считают, что это снимет вопрос с повестки дня, и они смогут начать договариваться с американцами, то это не так, потому что, пусковые установки теоретически могут сделать в России, опять-таки теоретически, с помощью тех же иранских специалистов. И если это произойдет, и ракеты начнут все-таки стрелять, то с Ираном вообще никогда после этого разговаривать не будут. Это раз. Во-вторых, есть еще другие варианты. Я напомню, хотя вряд ли напомню, потому что мало кто об этом знает, но в году 2000, ровно в 2000 году, когда председателем СБУ в Украине был Деркач-старший, ныне покойный, к нему пришли представители ЦРУ и предложили поучаствовать или помочь в следующей операции. Иран искал ракеты, у Украины тогда были свои ракеты, еще не успели распродать налево и направо. И в совместной операции ЦРУ и СБУ Украина должна была поставить ракеты Ирану, за деньги, естественно, но при помощи специалистов ЦРУ они должны быть модифицированы, эти ракеты, таким образом, чтобы, как говорил представитель ЦРУ, и как об этом докладывал Деркач, старший президенту Кучме, в час X иранцы бы нажимали на кнопку, чтобы запустить эти ракеты, а они бы не взлетали. То есть есть еще и такой, допустим, вариант. Короче говоря, есть много вариантов, и я думаю, что вот эта история о том, что якобы, то есть про ракеты сейчас молчат, но говорят, что якобы пусковые установки не поставили. Я думаю, что это первый шаг к тому, чтобы откатить обратно вообще всю эту историю насчет ракет. То есть если теперь иранцы говорят, что не поставили пусковые установки, я это воспринимаю как заверение с иранской стороны, что те ракеты, которые якобы поставили, что они никогда не взлетят. И только тогда имеет смысл тот диалог, ради которого, как я с самого начала сказал, что не должны были они поставить эти ракеты, иначе это противоречит всему политическому, стратегическому курсу, который взяло на себя новое руководство Ирана во главе с, как его называют, президентом-реформатором, который впервые появился за последние 20 лет, и сам верховный правитель Ирана благословил некоторые из замыслов этого
президента-реформатора по улучшению отношений с Западом, с тем, чтобы поднять свою экономику на достаточно высокий уровень, на уровень развития плюс 8% в год ВПК. Ну, это сами понимаете. Вот, поэтому уже сегодня в Нью-Йорке под покровом вновь открывшейся Генеральной Ассамблеи ООН начались конфиденциальные переговоры иранцев с американцами по целому спектру нормализации отношений, что включает в себя возвращение, возможно, Ирана к ядерной сделке, затем это же должно включать в себя более широкий спектр нормализации отношений Ирана с Соединенными Штатами и вообще с Западом, с Европой. Это, по идее, также должно в себя включать, ну, как бы это выразиться правильно, принятие Ираном более цивилизованного подхода к международным отношениям, включая Ближний Восток. То есть они должны как-то так видимо, я имею в виду видимо, осязаемо, чтобы это было очевидно, должны свернуть свою активность в поддержку террористических организаций, таких как Хезболла и Хамас, заморозить фактически свою ядерную программу, ну и все такое прочее. И это должно включать в себя перекалибровку, как я раньше рассказывал, отношений с Россией, что включает в себя прекращение поставок вооружений ООН. То есть должна прекратиться поставка шахедов и всевозможных ракет, включая баллистические. И это вот самое главное лично для меня, поскольку мы рассматриваем вопрос, прежде всего, касаемый Украины, это самое главное, потому что, по большому счету, Иран является сейчас основным поставщиком качественных видов оружия, боеприпасов для России. Китай открыто в большом количестве оружия не поставляет. То есть он никогда не был еще пойман за руку на этом. Южная Корея, мы знаем, какие у них боеприпасы. То есть если отваливает Иран, то это будет большой удар по Российской Федерации. И почему я с этого начал? Потому что это имеет прямое отношение к тем переговорам, которые вот на этой неделе будет проводить Зеленский в Соединенных Штатах Америки. Потому что сильный удар по позициям, по интересам России, по позициям Путина, и это должно так или иначе отразиться на том плане, который привез с собой Зеленский. Первый вопрос, важный. Второй. По поводу ракет, ограничений или снятия ограничений с ракет большой дальности. Ну, понятно, то есть это по большому счету это не ракеты большой дальности, это ракеты даже малой дальности, о которых мы говорим, там Storm Shadow, Атакамс, затем даже Торос. Но для нашего театра боевых действий, то есть в войне России против Украины, это считается, значит, большая дальность, если сняты будут ограничения. Так вот, анализ. Западные источники, американские источники, британские продолжают анализировать последние прилеты. Главным образом 3 прилета, которые случились в конце прошедшей недели. Это первый удар по складу ГРАО в городе Торопец, ну и затем еще 2 в Тихорецке, другой в окрестностях, 3 уже в окрестностях Торопца. И вот Нью-Йорк Таймс, анализируя особенности этих ударов, их отличительные, так сказать, характеристики от других, которые произошли раньше по другим объектам, она обращает внимание, что есть объективное наблюдение, которое вызывает подозрение в том, что это были не дроны, а что эти объекты 3 были поражены огнем, что, как пишет газета, повышает вероятность использования нового вида оружия. Нового вида оружия
то есть это или снятие ограничений с ракет британско-французских, ну и есть какая-то возможность, что это была, скажем так, поляница или другая ракета украинского производства, но там другие проблемы. Считается, что эти ракеты еще не готовы для таких ударов. Ну и приводится мнение одного из экспертов, который указал, что склады боеприпасов защищены, как правило, земляными валами. То есть там же история какая была. Почему, может быть, это был дрон или много дронов, потому что там палеты стояли на поверхности. Так вот, эксперт, которого цитирует Нью-Йорк Таймс, говорит, что даже если это на поверхности или близко к поверхности, все равно такие склады обычно защищены земляными валами и подземными бетонными укрытиями, что затрудняет их атаку с помощью беспилотников. И дальше цитата. «Для этого нужна не просто ракета, а тяжелая ракета», сказал он, указав на оружие дальнего радиуса действия, поставляемое в Украине западными союзниками, например, британо-французские ракеты Storm Shadow. Причем обращается еще внимание на то, что вот эти 3 удара произошли по времени. Практически сразу, как очередная партия, новая Storm Shadow, прибыла в Украину. Ну, будем наблюдать. Будем наблюдать. Я дальше еще там такие тонкости возникают, которые свидетельствуют о том, что, видимо, союзники приняли на вооружение новую тактику, которая подразумевает прекращение анонсирования, как на концерте, тех действий, которые союзники намерены предпринять. Зато вместо этого будет больше так называемого тумана войны. И с моей точки зрения вот к вот этой новой тенденции как бы примыкает еще одна интересная тенденция, которая вырисовывается вот буквально в последние дни со стороны Российской Федерации, ее официальных лиц, а также кремлевских пропагандистских ресурсов. Смысл в чем? Вот я заметил, что последние буквально дни, начиная с прошлой недели, Раша начала придумывать новые красные линии на пустом месте, где раньше их и не было. И сейчас, собственно говоря, так, по большому счету, нет смысла в их возникновении, потому что они настолько незначительны по сравнению с тем, что уже произошло. Я имею в виду вот эти удары по складам боеприпасов, конечно, особенно первый. То есть, казалось бы, какой смысл их очерчивать, эти красные линии? А потом, по некоторому размышлению, я прихожу к выводу, что это делается для того, чтобы отвлечь внимание от тех реальных красных линиях, которые усердно, громко, с надрывом декларировал Кремль в течение последних недель, а теперь он видит, что они практически исчезли. Это вот красная линия, которая связана со снятием ограничений на эти дальнобойные ракеты западные, которые, значит, предоставляются Украине. И вместо этого, то есть теперь что-то надо сказать, или же выполнять угрозы, если действительно принять намеки той же Нью-Йорк Таймс, а там дальше еще есть идеи, если принять это за свершившийся факт, то есть наплевали союзники и поставили, и были поражены 3 объекта. Что делать? Значит, с одной стороны, надо отвечать, а отвечать, как мы с вами и предполагали, вряд ли хватит сил и решимости. Что делать? Надо поднимать шум в другом месте, чтобы отвлечь внимание от уже проваленных красных линий малеванием новых красных линий или коричневых линий. Так вот, значит, Reuters сообщает, Россия предупреждает Запада Украину о катастрофических последствиях, если Киев начнет действовать против Белоруссии. Об этом заявила Маруся Захарова, представитель Министерства иностранных дел Раши. По ее словам, Москва очень обеспокоена тем, что она назвала все более провокационной активностью на границе с Белоруссией и сказала, что не исключает, что в регионе могут быть попытки эскалации со стороны Украины, естественно, и Запада. Ну и тут приводится цитата еще, что
не так, это уже после Курского, после того, как Украина начала операцию на Курском направлении, Лукашенко, верный союзник президента Путина, предположил, не приводя доказательств, правда, что у Киева могут быть мысли о нападении на Беларусь. Но всем понятно, что это полностью полная туфта, что нету никаких подобных мыслей ни у Украины, ни у западных союзников, потому что Лукашенко, он неуловимый Джо, всем понятно, который в данном случае никому так по большому счету нафиг не нужен. И нету никакой этой угрозы. И поэтому вот эти предупреждения грозные Маруси Захаровой о катастрофических последствиях, это вот эти вот новые линии, которые коричневые, которые вот с ее помощью прочерчивают для того, чтобы отвлечь внимание о исчезнувших, размытых красных линиях, которые или уже произошли, если верить анализу Нью-Йорк Таймс, вот в ходе 3 ударов по крупным складам вооружений в Тверской области, в Тихорецке, или, по оценке тех же Russians, вот-вот произойдут. То есть я вот продолжаю регулярно заходить в 6-ю палату, замерять там температуру. Они практически уверены, что, да даже несколько дней назад они были уверены, что ограничения будут сняты, так или иначе. Вот еще одна красная линия была прочерчена. И она основана, информация, которая, значит, ее сформулировал вообще, ухватил или заметил первый эту линию Институт изучения войны в Вашингтоне. Очень уважаемый ресурс, как вы знаете, который возглавляет генерал Кин, большой друг Украины. Так вот, значит, он обратил внимание на последнее высказывание Путина, в частности, на одном из последних совещаний с региональными лидерами он прошелся по поводу Калининграда и заявил, в частности, временно исполняющему обязанности губернатору Калининградской области, он сказал, что мы должны стремиться к тому, чтобы Калининград был не просто наш форпост, а крепость на западной границе Отечества. И чтобы Калининградская область была органично интегрирована в жизнь всей страны, чтобы чувствовала себя частью большого государства, и добавил, что не должно быть никаких препятствий для передвижения людей, а сам регион должен стать органичной частью очередной раз Российской Федерации. И по мнению Института изучения войны, эти высказывания направлены на внутреннюю аудиторию и могут свидетельствовать о том, что Путин готовит почву для дальнейшей агрессии, но теперь уже стран Балтии. Но их даже не столько страны Балтии волнуют, сколько, значит, Калининградская область, ее защита. Ну а для ее защиты требуется вторжение в одну из стран Балтии. То есть вот опять будет предлог, как в свое время у главного фюрера Адольфа Элоизовича в свое время, как он придумывал предлоги для нападения, для аннексии других стран, в частности Чехословакию, Судетская область, и нынешнего Путлера, который следует по тропинке, протоптанной его старшим товарищем. Я согласен с тем, что вот это послание типа Путина, оно обращено на внутреннюю аудиторию, но не для того, чтобы подготовить эту аудиторию к нападению на НАТО, а для того, чтобы опять-таки прочертить новые якобы красно-коричневые линии взамен тех, которые уже размылись и которые надо отвлечь от чего-то. Для этого нужно придумать что-то другое, более драматичное. Я знаю, что среди моих зрителей есть граждане и жители государств Балтии, поэтому я вот, положа руку на сердце, считаю, давайте скажем честно сами себе, вот наблюдая, как продвигается вторая армия мира на Донбассе, она все-таки продвигается, но учитывая, как она это делает и какие ресурсы использует и так далее, представить, что они теперь после этого вторгнутся еще в страну НАТО, но у меня просто в голове это не укладывается. Это было бы полное
самоубийство. А Путин, с моей точки зрения, он, собственно говоря, есть у него странности, но он не самоубийца. Какое нынешнее состояние там вот вокруг Калининградской области? Вскоре после того, как Россия совершила акт агрессии в феврале 22 года против Украины, Литва, она резко ограничила транзит по суше, по рельсам, по железным дорогам всевозможных товаров, продовольствия и все такое прочее в Калининградскую область. Но главным образом это таких товаров или грузов, как цемент, древесина, строительные материалы, высокотехнологическая продукция. Все это было резко ограничено. Но потом Литва испытала давление со стороны Еврокомиссии и отменила эти меры. Но, однако, они были отменены таким образом, что в июле уже 23 года тогдашний губернатор Калининграда Алиханов пожаловался, что проблема не решена. То есть, с одной стороны, вроде транзит возможен, правда, там соответствующие квоты были введены, но ситуация настолько нервная, что компании, которые участвуют в этих транзакциях, в этих операциях, они просто не хотят со всем этим связываться. Поэтому квоты вроде есть, не совсем запрещен транзит, но его практически нет. По словам того же Алиханова, транзит через Литовскую республику для нас по-прежнему закрыт. Вот вам, значит, еще один пример. То есть изобрели еще одну красную линию. И, понимаете, это тенденция уже. Чем больше Кремль, путинский режим будет отступать, когда страны Запада вместе с Украиной будут пересекать очередную его красную линию, тем больше они будут выдумывать всевозможные мифические новые красные линии, дабы народ забыл спрашивать, а как там вот с той красной линией, которая была пересечена там месяц назад, 2-3 месяца назад, что с ней? Ну, тут еще отмечается в исследовании Института изучения войны, что одновременно с новыми разговорами или вновь ожившей темы Калининграда одновременно был активизирован Северный флот Российской Федерации. Это серьезный флот. То есть я помню, еще в Советском Союзе говорили, что Северный флот – это флот, серьезный флот. А вот Черноморский – это чифлот, чинифлот, вот так вот примерно. Чем силен Северный флот? Подводными лодками. Они в последние годы Советского Союза возникло новое поколение, это были бесшумные, повышенной бесшумности, как их тогда называли. Действительно грозное оружие. И вот теперь, значит, опять его активизировали. И, как считает Институт изучения войны, таким образом Москва усиливает или консолидирует контроль над российскими операциями в Украине. Я, правда, откровенно говоря, не знаю, каким образом активизация Северного флота помогает консолидировать контроль над российскими операциями в Украине. Ну, бог с ним. А также подготовка, это означает подготовку к крупномасштабной конвенциальной войне против НАТО в долгосрочной перспективе. Ну, смотря как мы оцениваем долгосрочную перспективу, потому что то, что я читаю из других источников, американских, британских, они считают, военных источников, они считают, что ВСУ нанесли такой удар по вооруженным силам России, что теперь им потребуется не менее 10 лет, как минимум 10 лет, а то и больше, для восстановления до того уровня, на котором они находились накануне полномасштабной агрессии против Украины. То есть это колоссальный удар, который сопоставим с поражением, серьезным поражением в большой, крупной войне. Поэтому, ну, так, теоретически можно, конечно, мечтать в Кремле о крупномасштабной конвенциальной войне против НАТО, но, как говорится, свежо предание, но верится с трудом. Американские и британские средства массовой информации
анализирует со всех сторон те переговоры, которые предстоят провести президенту Зеленскому в Соединенных Штатах. Главным образом они будут проходить в Вашингтоне, когда Зеленский из Нью-Йорка туда приедет и будет встречаться с Джо Байденом и другими официальными лицами, включая Камалу Харрис. И запланирована также встреча с Трампом. Я должен сказать, что я слышал из украинских источников разговоры о каком-то пока неведомом для западного читателя, наблюдателя, слушателя плане президента Зеленского, который якобы привез он туда. То есть этот план, который вот циркулирует уже в информационном пространстве Украины, он включает конкретные территории, которые якобы будут обсуждаться. Вот эти территории, значит, Россия готова отдать или уступить. Это касается Херсонской, Запорожской области. А вот на аннексии Донбасса и Крыма она якобы будет настаивать. Ну и прочие там детали того, что будет включено в переговоры уже с Россией. Я не видел этого отражения вот этих планов, ничего подобного, никакой подобной информации на эту тему в западных средствах массовой информации. Они продолжают обсуждать тот план Зеленского, который был им анонсирован в различных интервью в последнее время, которые он дал западным средствам массовой информации. И, как они считают, этот план состоит из 4 ключевых пунктов. Первое – это просьба о предоставлении западных гарантий безопасности, которые будут чем-то похожи на 5-ю статью НАТО. Во-вторых, это будет пункт о поддержке и продолжении операции ВСУ в Курской области в качестве, значит, территориального козыря, который будет иметь Украина, когда начнет переговоры с позиции силы, с элементами позиции силы, с Рашей. В-третьих, план включает просьбу о предоставлении, как говорят, пишут, специфического современного оружия. Ну, наверное, вот имеется в виду прежде всего снятие ограничений на использование ракет, которые мы знаем. Но еще есть там на подходе более мощные американские ракеты, более новые, на которые Украина также рассчитывает. В-четвертых, международная финансовая помощь для восстановления разрушенной экономики Украины. Ну и вот все эти статьи, комментарии, которые появляются, все это вертится вокруг вот этих 4 пунктов и даются различные оценки, насколько они достижимы. Ну давайте пройдемся, посмотрим, каковы сейчас позиции буквально вот накануне их обсуждения между Зеленским и Байденом. The Times of London отмечает, что главное для Зеленского, он потребует от Байдена гарантий безопасности, которые надежно защитят Украину от фактора Трампа. Что это значит? То есть, как считают The Times и другие крупные СМИ Запада, на Банковой царит такая тревожная, нервная обстановка в связи с возможностью, как они считают, победы Трампа на предстоящих выборах. И поэтому они хотят, чтобы уже сейчас Байден дал какие-то там гарантии, которые бы надежно защитили Украину, даже в случае, если следующим президентом станет Трамп. Президент Украины, как пишет газета, хочет получить гарантии постоянной американской поддержки, чтобы не дать России, не дать Раше дешевый выход из сложившейся ситуации. Поэтому Зеленский потребует гарантии, чтобы будущая администрация Трампа не заставила Украину заключить невыгодное мирное соглашение. По словам Зеленского, план нуждается в быстрой поддержке президента Байдена и других западных лидеров, чтобы Украина могла начать переговоры до конца года с позиции силы. Я думаю, это историческая миссия, сказал Зеленский. Давайте сделаем все это сегодня, пока все чиновники
которые хотят победы Украины, находятся на официальных постах. Ну, что я могу сказать на основании анализа информации по этому конкретному вопросу? Ну, первое. Значит, считается, что призыв Зеленского о этих гарантиях безопасности подчеркивает невозможность или неспособность сейчас для Украины быть принятой в НАТО и другие международные альянсы, в частности, из-за разногласий между союзниками. То есть, еще раз, давайте тут немножко таким витиеватым языком западных СМИ написано. То есть, видимо, газеты это все считают, что Зеленский с командой пришли к выводу, что НАТО им не светит. Во всяком случае, до этих президентских выборов. Ну и после, видимо, вскоре. Поэтому надо что-то другое. И, ну да, понятно, что не светит, потому что прием в НАТО – это не такая быстрая процедура. Это первое, за 3 месяца в НАТО никого не принимали. Второе, ясно, что там есть как минимум 2 страны. Это Венгрия, Словакия, которые выступят против этого. Но есть еще один вопрос, о котором я неоднократно говорил. Даже если бы не было противоречий среди стран НАТО в лице Венгрии и Словакии, есть такой фактор еще козыря, который мы все знаем. Я не могу себе представить принятие Украины, я вам говорю это уже месяцами, в НАТО вместе с козырем. То есть НАТО – это организация, которая полно секретной в недрах, совершенно секретной информации. И они осведомлены о Вагнергейте-1, Вагнергейте-2 недавний, когда планы вторжения в Курскую область, которые Банковая хранила в строжайшем секрете от западных партнеров, и они, значит, поступали на постоянной основе в Москву, по мере того, как они разрабатываются. Да, то есть ситуация такая безвыходная. Но я думаю, даже что самое главное препятствие – это все-таки козырь, потому что, ну, можно надавить было на Орбана, есть там чем давить, на Словакию, но для Зеленского разменять, пожертвовать фигурой козыря для того, чтобы страна была принята в НАТО, по-моему, это mission impossible, то есть это совершенно невозможно. Поэтому просят гарантии. Какие гарантии? Я даже не знаю. Причем тут же речь идет о том, что считается, что не только НАТО недоступно сейчас для нынешней администрации Украины, но даже другие международные альянсы. Раньше мы говорили, что, может, это какой-то новый альянс восточных стран восточного фланга НАТО там, и так далее. Получается, они решили, что и это недоступно. Тогда что? Это загадка. Ну, надеемся, что Владимир Зеленский эту загадку как-то раскроет. Далее. Подчеркивается, что предстоящие вообще переговоры Зеленского с Байденом, они имеют, и не только они, а и исход президентских выборов Соединенных Штатов Америки имеет колоссальное значение и для Украины, и для Москвы, для Кремля. Для Путина результат выбора будет самым важным элементом в его собственных расчетах. Пишет газета, ссылаясь на свои источники в администрации и среди западных дипломатов. Если русские придут к выводу, что в Вашингтоне есть правительство, которое намерено продолжать поддерживать Украину, то есть если это будет правительство, ну, назовем его прямо Камалы Харрис, это определенно изменит их отношение к возможным переговорам. Но если у них возникнет ощущение, что это Дональд Трамп станет президентом, который предлагает им дешевый выход из ситуации, то на этом все и закончится. Они будут сидеть и ждать отношения. То есть тут самое главное, насколько определено победа того или иного кандидата сейчас. А сейчас Харрис идет впереди, и отрыв ее увеличивается, хотя вот по поводу этих свинговых штатов, в которых все решится, там в некоторых отношениях, то есть борьба еще идет нос в нос, как говорится. Далее вопрос о снятии ограничений.
с ракет, прежде всего Storm Shadow. Газета The Times британская пишет, что Байден вряд ли объявит, ключевое слово «объявит» публично, даст ли он Украине разрешение на использование ракет большой дальности, включая британские Storm Shadow. И вот буквально за час до того, как я начал записывать это видео, появилось в интернете маленькое, ну, даже нельзя назвать интервью, там несколько секунд. Байден идет куда-то там, похоже, что в Белый дом, его перехватывает толпа журналистов, кричит один из них: как там, вы уже приняли решение? И он говорит одно слово: нет, все, пока. Вот что нужно иметь в виду. Вот сейчас скажу одну тонкость, которая лично для меня объясняет ситуацию. Один из дипломатов сказал, что вопрос о снятии ограничений с этих ракет – это британо-американское решение. Это вопрос, который решается между США и Британией, не Украиной. Поэтому нет смысла объявлять об этом как следует. Как решат союзники, так оно и будет. И не обязательно, то есть это продолжение этой линии по созданию тумана войны. По этому поводу, значит, директор по оборонным вопросам британского центра Руси, центра оборонного анализа, следующим образом описал стоящую перед Украиной ее сторонниками ситуацию. То есть мы, то есть Украина прежде всего, ее союзники, должны навязать русским такую ситуацию, такую повестку дня, чтобы они были готовы пойти на компромисс. И это должно быть не сдерживание, не уговор. Путина нужно принудить это сделать. Каким образом? Вы должны поднять стоимость продолжения войны для Путина до такой степени, чтобы он перестал считать продолжение войны жизнеспособным вариантом, чтобы он понял, что это слишком дорого и слишком сложно. И это должно быть настолько болезненно, чтобы, по сути, вынудить его уйти. Вот здесь буквально задача разбита на молекулы, если можно так сказать. Мне понравилось, как они сделали. То есть задача состоит в том, чтобы объяснить Путину, что он должен пойти на какое-то поражение. Потому что сейчас, как считается, до начала, во всяком случае, переговоров, его вооруженные силы как каток. Медленно, но все-таки они идут вперед на Донбассе. То есть ему нужно нанести мощный удар, чтобы его остановить и зафиксировать на переговорах там какое-то решение. Так вот, значит, он должен согласиться с каким-то поражением своих интересов, которые, первое, они не будут иметь критического значения для его режима сейчас. Потому что если имеет критическое значение сейчас, то на это не пойдет. Потому что это будет угроза для его режима, для его правления. Дальше. Значит, вот это поражение или тот компромисс, на который он должен согласиться, он должен быть ниже того уровня важности, при котором он будет вынужден пойти на максимальную эскалацию, на тактику выжженной земли, ну и, как он грозится иногда, чуть ли не до тактического ядерного оружия. И третье, этот компромисс или поражение не будет для Путина таким критическим, что может привести к краху его режима, его правительства. Вот три вот этих фактора, и нужно найти какую-то золотую середину, где и будет находиться вот эта игла Кощея. И военные аналитики и дипломаты, анализируя вот эти различные комбинации этих трех факторов, приходят к тому, что наиболее реалистичной целью является поддержание Украины в состоянии борьбы, сопротивления до тех пор, пока России не удастся принудить к переговорам. Но один натовский дипломат признает, что эти переговоры предстоящие, в которых уже будет принимать участие Россия, будут очень-очень-очень сложными и болезненными для Украины. По словам дипломата, ясно, что украинцы не смогут вытеснить русских со всех оккупированных территориях. Но замораживание конфликта на нынешних линиях фронта
как это предлагает кандидат в вице-президенты Венс, это напарник Трампа. Так вот, если заморозить конфликт на нынешних линиях фронта по предложению Венса и принуждение Украины к неприсоединению к каким-то блокам, таким как НАТО, было бы катастрофическим результатом для Украины. Это точно не может быть основой для переговоров. Дальше анализируется, что должна сделать Украина для того, чтобы действительно приобрести позицию силы. Тут вспоминается совсем недавний визит Урсулы фон дер Ляйен на прошлой неделе, где она анонсировала 39 миллиардов долларов в Украине. И говорится, что наиболее рациональное использование этих средств было бы увеличение внутреннего производства необходимого Украине оружия, в том числе ракеты, может быть, прежде всего ракет. И более широкое использование беспилотников и этих ракет, оно может оказаться более эффективным, чем решение использовать ограниченное количество ракет дальнего радиуса действия, которые поставляет Запад сейчас. Но и это все равно вряд ли кардинально изменит ситуацию на линии фронта, в связи с тем, что Россия неуклонно продолжает наступать на Донбассе. Хотя Зеленский настаивает на том, что операция в Курске оттягивает российские войска. Вместе с тем, успехи России на поле боя дались дорогой ценой, около 200 тысяч погибших, как они считают, что делает новый раунд мобилизации практически неизбежным, если война продлится еще 2 года. И вот это тот срок, согласно анализу газеты, который необходим Украине для реализации плана победы. То есть я начал с того, что, согласно заявлениям Зеленского, этот план должен быть осуществлен за 3 месяца. А вот то, что считает необходимым сроком британская The Times. Это одна из самых информированных газет Великобритании. И, естественно, этот ее анализ базируется на ее контактах, на источниках военных, дипломатических, правительственных ведомств США. Великобритании. Ну и, наконец, генерал Милли. Это все вот политики, говорят, дипломаты. Он кратко выразился. Недавно он дал, пару дней назад, интервью телекомпании CBS. Он большой друг Украины, в то же время высокий профессионал и человек, не склонный к созданию каких-то розовых картинок. Вот его анализ ситуации, кратко. У России нет сил для того, чтобы военным путем подчинить Украину. Полностью, так сказать, разбить Украину. Но, с другой стороны, у Украины нет сил для того, чтобы вышвырнуть Рашу из всех оккупированных территорий. Вот такая своеобразная патовая ситуация. Поэтому здесь он, видимо, пересекается с выводом The Times, хотя он давал другому, я вам сказал, CBS давал интервью по поводу того, что необходим какой-то срок для создания позиций силы, а он должен создаваться путем западной помощи. Так вот, значит, он говорит, что наиболее сложным и щекотливым вопросом остается вопрос о том, как долго Запад и в каком объеме сможет обеспечивать эту помощь Украине в нужных объемах. Поэтому, опять-таки, мы возвращаемся к тому, что я только что сказал, к анализу статьи The Times, о том, что центр тяжести в значительной степени должен переместиться в сторону создания вот этих capabilities, как это любят говорят американские военные, или видов вооружения и их количества, силами Украины, военно-промышленному комплексу. То есть фактически надо создать военно-промышленный комплекс Украины, и для этого уже есть деньги из Европы, ну и так далее. Вот, собственно говоря, какая ситуация сейчас сложилась накануне начала переговоров Зеленского по существу его плана победы. Я буду держать вас в курсе дела по мере того, как будут становиться известны детали этих переговоров, ну и оценим потом их перспективы. Вот на этом, дорогие друзья, позвольте закончить это видео. Как всегда, слава Украине и ее вооруженным силам. Враг будет разбит, победа будет за нами. А вам, как всегда, выдержки, мужества, твердой веры в нашу неизбежную победу. До новых скорых встреч!